Рада приветствовать на своем канале подписчиков и новых зрителей. Сегодня я продолжу рассказывать о своих кипарисовиках, в которые, честно говоря, влюбилась. И с первого, и со второго, и с третьего взгляда. Первую часть про первые три я уже рассказывала, и это можно посмотреть по ссылке, я ее прикреплю. А сегодня мы про вот эти кипарисовики порассказываем. Первый кипарисовик горохоплодный боливард, или бульвар его еще называют. Родом он из невысоких гор Японии. Имеет коническую и одновременно немножко асимметричную. Видите, крону такие веточки в разные стороны. Немного разваленную, как бы рыхлую форму. Растет до 4 метров в высоту и до 2 метров в ширину. У меня он растет в миксбордере за лавочкой. Иногда он попадает в наши кадры, когда я рассказываю, показываю. Довольно необычный и даже диковинный такой вид. Один из самых голубых. Голубых кипарисовиков вообще немного, так вот он один из самых голубых по хвое, по своей. Любит формировку. Хотя я его еще не формировала, но часто в интернете встречаются топиарные формы именно из этого кипарисовика. Из него мастера топиарного искусства любят выстригать неваки, всякие фигуры экзотические, там даже животных, каких-то фигур людей я видела. Вот именно из этого кипарисовика. Нарастает крона у него в молодом возрасте очень медленно. А по мере взросления, как оно взрослеет, растение, чуть-чуть быстрее. Я как-то не заметила, когда он у меня начал расти. Посажен вот этот миксбордер, самый первый был посажен. Туя смарагд, которая сейчас около 3 метров, и он. Смарагд я покупала 1,5-метровую, вот она наросла, а его сантиметров 60. И вот сейчас его высота где-то 1,70 м с меня ростом. Если рядом стать. Хвоя очень мягкая на ощупь. Серебристо-голубоватый цвет у нее. Ей придают белые такие полосочки. Видели на видео, как рисочки такие? Полоски на хвоинках. Издалека даже какой-то стальной отлив даже. Вот эти видны черточки такие беленькие. Зимой слегка изменяет он цвет, такого издалека как чуть-чуть фиолетовый отлив. Это у всех растений перемена цвета. Это защитная реакция на мороз. Для того, чтобы он был более голубой, ему надо солнечный свет. В тени он будет не яркий. Вот зеленый Тамарис цифолия, и он стальной голубой. А слева смарагд. Вот разница по цвету видна. В тени он будет не такой голубоватый, менее яркий. Тут у меня хотя от забора на него немножко тень-то и попадает. Для загущения кроны ему надо проводить санитарную обрезку и стрижку. Видите, там в середине проглядывают у меня коричневые веточки. Дело в том, что прошлогодняя хвоя самостоятельно у боливарда не опадает. Они не осыпаются. Это немного, конечно, усложняет за ним уход. Ну, а в принципе это как релакс весной. Потихонечку перебирать веточки, обстригать эти сухие
иголочки. Любит мульчирование сосновым опадом и корой. Слегка кислую такую почву. Он вообще притягивает взгляд необычным цветом. Кипариса викласана, Пельц Блю. Это быстро растущий сорт немецкой селекции Кипариса лавсона. Выведена питомником Кордес в 1984 году. Если у кого-то есть сорт Колумнарис, то Пельц Блю – это его улучшенная версия того кипарисовика. Но у него намного более голубая хвоя. На сегодня это самый глубокий голубой цвет у кипарисовиков вообще существующих. Сейчас смотрю на него, такой он голубой. Сейчас он у меня, конечно, связанный стоит, это я его рассвязала, чтобы снять видео. Невероятно. Вот хупси, елочка, голубая-голубая, и он, смотрите, аж синевой какой-то отдает. Ничего себе. Летом имеет сине-зеленую, а зимой, получается, когда хлорофилла как бы мало прячется, он вот эта голубизна и проявляется. Хвоя как играет холодными голубыми с остальными нотками, оттенками. А представьте, он когда высокий будет. Голубая такая колонна. Быстро растущий сорт. Годовой прирост 25 сантиметров. Но хочу честно вам сказать, что у меня не все растут быстрее. Не 25. Вот Ивонны там первый год чуть-чуть медленно, а потом как начал расти. Вон, голубой-голубой. Вообще он растет до 5-7 метров и 1,5 метра в ширину. Я там в интернете нашла, какие они большие, когда будут невероятная стена, когда их несколько. Сейчас фотографии будут. Вот, стену такую выстригают. И солитером, смотрите, какой он красивый. Хвоя чешуйчатая, стальная, с налетом ярко-голубого. Какой он весной, я не видела, сказать вам ничего не могу, потому что он был посажен в июне этого года, 22-го. А осенью я его еще и пересадила, потому что возле дома близко посадила на клумбу. А потом начиталась информации, оказывается, он мне закроет весь вид с террасы. Убрала его оттуда, осенью пересадила. Посмотрим весной, какой он красавчик. Любит тоже слегка кислую почву. Мульчируйте сосновым опадом или корой. Из Пельц Блю вообще живые изгороди шикарные. Так же, как и из Ивонны. Надеюсь, у меня получится красивый Пельц Блю, если его сформировать. Еще планирую весной купить еще 2 дерева. Даже подобрала для них места. Ну а сейчас я вам расскажу про Кипариса викласана Ивонны. Это тут однозначно мой любимчик. Ничего другого я и сказать не могу. Имеет хвою ярко-салатовую, золотистую. Зимой окраску абсолютно не меняет. Любит солнечные безветренные места. В тени золотистый отлив пропадает, и он не будет отливать желтым, а будет просто ярко-салатовый. Как и все кипарисовики, морозостойкость где-то минус 25, минус 29. 5-я климатическая зона. Растет быстро, ветви веерообразные. Края побегов слегка у него поникают. Высота достигает тоже, как и Пельц Блю, 5-7 метров, ширина до 2 метров.
При хорошем уходе за сезон нарастает много, даже до 50 сантиметров. У меня во всяком случае так получилось. Форма кроны пирамидальная, с возрастом у основания она шире. Так у меня и получается. Внизу как бы он расширяется. У меня было видео про аллею из кипарисовиков Ивонны. Их тут 10 штук. Там я показывала, когда я его сажала, какие они были. И вот 2 года, какие они сейчас. Где-то 1,70 м, 1,80 м, чуть выше меня. Ссылку я прикреплю, можете посмотреть про эту аллею, я рассказывала отдельно. Ну, какой у меня уход? Зимой связывают снега. Возможно, его надо притенять. Я не притеняла, потому что первые 2 года зима была мягкая, и осенью я хороший влагозарядный полив сделала. Мульчирую сосновыми иголками, шишками. Не укрываю. Вот единственное, что связываю зимой, чтобы не поломала веток. Не знаю, планирую ли я в свой сад еще какие-то кипарисовики или нет. Вот весной хочу 2 пельцблю купить, а дальше не знаю. Еще я забыла вам рассказать. Помните, в прошлом видео про неприхотливые кипарисовики я пообещала рассказать правила ландшафтников. Почему я повторяю растения в саду. Ландшафтные дизайнеры в своих проектах обязательно повторяют растения 2, 3 или больше раз. Все зависит от размера сада. Этим они объединяют разные зоны между собой и как бы создают перекличку растений, делают пространство общее. В одном месте, допустим, тот же кипарисовик, на другой клумбе 2 таких же кипарисовика или аллеи. У меня вот тут аллея. Ну или живую изгородь я не планирую, можно живую изгородь, несколько обязательно. Тогда сад становится гармоничным и комфортным. Я сажаю по 2, по 3. Правда, Ивонны вот 10. Алюмиголд 5 штук у меня. Нидиформис ель, по-моему, там 8 штук их. Единичные посадки вообще это неправильно. Я вам уже рассказывала, что много маленьких карликовых хвойных, какие бы они ни были красивые, хорошие, не стоит сажать. Это приводит к хаосу на клумбах. Ну, если вы не ботанический сад планируете вырастить, или у вас стоит проблема заполнить растениями 3 гектара земли. Там другие совсем правила действуют. Вспомните, вот как вы гуляли в парке по аллее. Шагаешь, прохаживаешься, наполняешься энергией от растений. Это именно одинаковый ритм одинаковых растений. Повторение располагает к этому. Там, где аллеи со множеством разных растений, быстро устает глаз и теряется атмосфера комфорта. Глаза скачут с одного на другое, постепенно устаешь и хочется просто сесть на лавочку, больше никуда не ходить, а созерцать то, что находится вот прямо перед вами. Было такое? У меня точно было. Желаю вам найти ту золотую середину в посадках, которая будет нравиться все сезоны. А я буду рассказывать вам другие приемы для создания красивого сада, которые узнала и испробовала у себя на участке. Если видео мое оказалось вам полезным, поставьте, пожалуйста, лайк. И подписывайтесь, будет еще много интересного. До встречи в моем саду и на моем канале.